Фу, да что ж я не досмотрела. Некрасиво. Я считаю, что каждый должен отрисовывать так, как удобно ему, главный результат. А средний палец левой руки чуть-чуть вниз. Нужно поворачивать свет, нужно убирать блики, нужно проверять. Вы бы знали бы, как мы начинали 20 лет назад. Меня не учили на ней работать. В каком соотношении вы смешали пигменты? 2 шага вперед, 1,5 назад. Как бы я наметала, но я не знаю, что я увижу. К контуру больше у нас внимания. Это удобнее делать единичкой. Для пучка все-таки чуть побольше. Сидишь в этих дурацких очках, тебе всякое видится. Всем привет! Мы на канале Hanafi Colors Pigments, а я Ольга Hanafi. Рад всех приветствовать, друзей и коллег. Я хотела бы на первых же секундах этого видео призвать вас подписываться на наш канал и ставить лайки, потому что это очень важно для развития нашего канала, для того, чтобы другие коллеги тоже могли посмотреть этот интересный контент. Если вы не очень хорошо со мной знакомы, давайте я вам вкратце расскажу. В первую очередь, я производитель пигментов Hanafi Colors Pigments. Я их придумала уже достаточно большое количество лет назад. И сейчас эти пигменты известны, в общем-то, по всему миру, по всей планете. Я постоянный участник разнообразных конференций во всяких странах и на разных континентах, поскольку профессия наша очень активно сейчас развивается, я считаю, испытывает бум своего развития. И многие мастера из разных концов света хотят знать больше, хотят получать информацию. А я, как эксперт, поскольку я производитель пигментов, я эксперт в области пигментологии и колористики, чего уж скромничать, эксперт. И я делюсь с вами своими знаниями. Но сегодня я хотела бы выступить перед вами именно как действующий, практикующий мастер перманентного макияжа, поскольку я им являюсь 20 лет. Очень люблю свою профессию. Считаю, что пропагандирование теоретических знаний – это уже, как говорится, вторично в моей жизни. Оно пришло позже, а изначально я пришла в эту профессию именно работать с клиентами. Я обожаю это делать, и сегодня я вам покажу свою работу с губами. Перед тем, как я начну что-либо делать, давайте посмотрим исходные данные, что мы имеем перед процедурой. У нашей чудесной красавицы Алины, она вся красивая, и губы у нее очень красивые. Красивая форма, замечательный свой цвет. Здесь видны небольшие остатки старого перманента. Я даже по фото и их не заметила. На верхней губе вообще ничего не видно, а на нижней вот только в левой стороне немножечко прям выделяются контуры. Поэтому, когда я вживую Алину увидела, я сразу подумала, что здесь есть старый перманентный макияж. Она подтвердила, он давнишний достаточно. И, в принципе, кроме этого места, особо сильно его нигде не видно. Зато мы имеем на верхней губе очень много активно видных гранул Фордайса. Их много, они, так, немножко портят внешний вид губ, конечно же. Но хорошая новость, они прекрасно закрашиваются перманентным макияжем. Здесь это не шрамы, не какие-то сложные вещи. Прям у кого гранулы Фордайса, им показан перманентный макияж. Сейчас мы будем отрисовывать эскиз. Губы очень сильно имеют красивую свою форму. И наша задача не испортить, не ухудшить. Я отрисовываю эскиз белой пастой и плоской кистью. Это сейчас тренд в отрисовке эскиза вообще в перманентном макияже. Это очень удобно, это очень быстро и понятно. Я не противник разнообразных других вариантов. Я считаю, что каждый должен отрисовывать так, как удобно ему. Главный результат. Что главное в эскизе? Чтобы он был четким, чтобы он был понятным, чтобы он не потерялся, когда клиент лег, и мы уже не можем видеть всю картину вертикальную, чтобы он не размазывался раньше времени. Поэтому каждый выбирает для себя то, что ему удобно. Я сама за время своей профессиональной деятельности варианты отрисовки эскиза меняла. И даже на этом канале вы можете найти мою работу по перманенту губ, где я отрисовываю эскиз карандашом белым. Я начну рисовать. Я забыла, что сделать-то, господи. Рисовать такие тонкие вещи
очень важные, нужно в специальных очечах. Не надо меня заваливать, пожалуйста, комментариями о том, что за очки и где купить. Это исключительно вынужденная моя необходимость. У меня дальнозоркость, у меня плохое зрение. Я вот так вот просто не вижу. Поэтому я надеваю очки, которые приближают мне и позволяют видеть все четко. Совсем далеко не всем мастерам это нужно. Но если у вас такая же проблема, как у меня, я вам, конечно, скажу, где я купила, но им очень много лет. Я боюсь, что сейчас их уже, во всяком случае, в России не купить. Ну, обсудить можем. Смотрите, как в работе, когда мы уже работаем машинкой и иглой, так и при отрисовке эскиза нам нужно немножечко зафиксировать кожу и чуть-чуть растянуть, чтобы нам было где поставить четко. Во-первых, увидеть, потому что же кожа неровная, губки пухленькие, так, сяк, складочки. Нам нужно увидеть, где нам вот эту плоскую кисть положить. Поэтому мы чуть-чуть раздвигаем. Вот смотрите мои пальцы как. Мизинец правой руки тянет чуть-чуть сюда, а средний палец левой руки чуть-чуть вниз. Вниз и на себя. То есть я как бы вроде растягиваю, но при этом еще вниз. То есть этот палец, всегда растяжка должна быть в 3 стороны. Это и на губах работает, и на бровях, когда мы волоски рисуем. В 3 стороны мы тянем. И вот теперь мне прекрасно видна линия старого перманента. Она в нужном месте. Здесь все было правильно. Здесь нет никакого нарушения формы. И я повторю то, что здесь было. И вот так буду двигаться. Здесь не надо натягивать на барабан. Здесь нужно просто чуть-чуть натянуть для того, чтобы увидеть продолжение линии. Лежа, лично я полностью картину никогда увидеть не могу. Еще раз повторяю, что моя задача сейчас увидеть границу типов кожи, чтобы моя линия эскиза не забиралась на поры и волоски. Но уже более четкое выправление формы я завершу, когда посажу клиентку. В вертикальном положении обязательная проверка всех линий. Это очень важно. Губы такая вещь, которая из-за рельефа, из-за объема, из-за особенностей строения кожи часто дает разнообразные блики. Нужно поворачивать свет, нужно убирать блики, нужно проверять многократно, что у нас получилось, потому что здесь важен не просто каждый миллиметр, здесь важна четверть миллиметра. Вот, например, сейчас я вижу, что у меня вот в этом месте немножечко более округло, более выпукло. Это связано с объемом. Здесь так сделан объем, гель. Но я думаю, что мне в таком случае надо подправить. И здесь немножко более плавные полукружие сделать, поплавнее от уголочка. Так, я сейчас прямо очень-очень чуть-чуть вот этот вот сильно выгнутую окружность, капелечку подровняю. Я не знаю, как это объяснять. Вот на индивидуальных мастер-классах, конечно, когда мы занимаемся с мастером наедине целый день, лично получается это. Через экран сложнее. Насколько важна здесь аккуратность и очень-очень большая точность, такая аптечная. Не может здесь быть каких-то размашистых движений кистью. Здесь все очень тонко. Я очень многие вещи подправляю вот самым уголочком кисти, прям вот буквально точечки ставлю. Точно так же, как если я залезла слишком много, мне нужно подтереть. Это самый тонкий брашинг, чуть-чуть смоченный, чтобы не развозить грязи, чтобы не делать, ну, как бы грязную поверхность. Все линии поставлены, все четко, все подстерто, где какие-то мелочи видны не те. И теперь для того, чтобы... Я работаю с первичной анестезией на губах.
на бровях почти никогда, на губах. Но это привычка. Не сказать, что это прям сильно необходимо, но это привычка, и всем спокойнее от этого. И вообще за это время, пока идет анестезия, я собираю рабочий столик, машинку, готовлю пигменты. То есть как бы время зря не проходит. Для того, чтобы вот эта вся паста не расплылась, не разъехалась, не размазалась, существуют лайфхаки, достаточно всем известные. Это мы чуть-чуть присыпаем тальком, пудрой специальной или детской присыпкой. Тут, как говорится, разницы особо большой нет. Все, больше ничего не нужно. И теперь мы наносим анестезию. Первичная анестезия у меня сегодня пролджелокаин. Я анестезии не жалею. Сильно тонким-притонким слоем не развожу. Можно и погуще положить. Она очень хорошо промакивается. Вот, собственно, и все. Теперь у нас пленочка. Пленочка, пленочка, пленочка. Опа. Опа. Так, пока у нас наша Алина лежит под анестезией, мы должны подготовить рабочий стол, машинку, пигменты и так далее. Значит, по поводу машинки. Я не могу быть экспертом во всем. Я не очень хорошо разбираюсь в технических аспектах машинок. Я больше по пигментам. Но я рассчитываю на свою интуицию. Сейчас я для губ люблю маст P20. Это такой, в общем, короткоход. Гибрида-короткоход. Мелкий штришок, а я не работаю, вообще, в принципе, не люблю махать рукой, я работаю мелкими штрихами на губах особенно. Далее, по поводу картриджей. Вообще я мастер-единичник, я работаю на всех зонах очень-очень-очень много лет единицей, хотя меня не учили на ней работать. Я к единице пришла сама, абсолютно осознанно и осмысленно, перепробовав до этого кучу всяких игл, и пучков, и больших, и малых, и магнумов, и так далее. То есть у меня опыт работы разнообразными иглами есть. В итоге для моей руки, для моей техники, для моей эстетики удобнее всего единица. Однако на губах я частенько, и сегодня тоже попробую для вас показать, частенько использую для растушевки, чтобы убыстрить немножко процесс и положить более так вот быстро и бархатно запудрить губы. Я использую трешку. Диаметр 30 здесь и здесь, но здесь единица МТ, а здесь вот РС-ка такая трешечка. По поводу того, что это у меня тут разные цвета. И то Ханафи, как вы можете видеть. Тут немножечко у нас в интернетах даже некий спор разгорелся, зачем Ханафи придумали. Наши иглы долгое время были вот такие вот сиреневые, фиолетовые. Ну, их те, кто полюбил их, работали достаточно долго с удовольствием. А потом у нас появились вот такие серо-черные иглы. И аудитория разделилась ровно вообще на две категории. Те, кто сказали, наконец-то вы выпустили нормальные иглы, и на тех, кто сказал, что за безобразие вы выпустили, ими невозможно красить, они не красят кожу. Вот, я делала уже ролики всякие в Инстаграм, показывала, что прекрасно они красят, конечно же, кожу, и все с ними нормально, к ним, опять-таки, нужен подход, и с ними может случиться любовь, а может и нет, это личное дело каждого. Они качественные, они хорошие. Чем они отличаются, кроме цвета? Они отличаются некоторой большей, как сказать, они менее острые, чуть-чуть менее острые. То есть при той же самой маркировке у черных игл будет чуть более тупенькая игла. Итак, начинаем мы заряжать машинку. Берем картридж единичку. Подгиб иглы выдвигаю. И выдвинутую иглу, вот держу ее, чтобы она обратно не уехала. И в сторону более длинного краешка носика чуть-чуть большим пальцем подгибаю. Не перестарайтесь, чтобы она не загнулась и не сломалась. Все этого достаточно.
Ставили, включили, проверяем вылет. Я не работаю длинными вылетами вообще, сильно длинными вообще, а уж на короткоходной машинке это и вообще не имеет никакого смысла. Машинку надо, конечно же, упаковать в барьерную защиту. Это важно, не пренебрегаем этим. Кроме того, что эти машинки, естественно, не подлежат никакой стерилизации. Вы не можете их засунуть ни в автоклав, ни в сухожар. Соответственно, она должна быть чистая для того, чтобы для нее было достаточно протереть ее дезраствором и все. Поэтому она должна максимально быть закрыта. Мы ее замотали пленочкой. Здесь вначале бандажный бинт для удобства держания. Он не является барьерной защитой, как мы знаем. Это исключительное удобство для руки, потому что не скользит. Машинка готова к работе. Итак, по поводу выбора пигментов. Значит, сейчас мы будем выбирать пигмент. Я его уже, конечно же, давно выбрала. Сейчас покажу, что выбрала я и почему. Вот они, наши пигментики. Пожалуйста, Raspberry и Peach. Номер 6 и номер 3. В каком соотношении вы смешали пигменты? Вот честно, я не записываю покапельные. Я думаю, что шестерка будет основным. То есть его будет больше. Ну, допустим, 2/3 или 3/4. А трешки чуть-чуть. Трешка очень светлый пигмент с таким серьезным серьезным содержанием диоксида титана. Когда диоксид титана, белый цвет, да, то у нас пигмент немножечко может быть густоват. Вот. Мешаем, мешаем, мешаем. Все хорошо перемешали. И вот у нас получилась все та же шестерка, но чуть мягче, чуть теплее. Итак, разберем поподробнее, какой же микс использовала я сегодня и почему, и что было бы, если бы я не смешала эти два пигмента, или бы смешала бы что-то с чем-то с другим. Итак, я сегодня взяла номер 6 и номер 3, малина и персик. Я сказала, что самый прохладный, очень богатый и красивый 6-й номер идеально подходил сегодняшней нашей модели. Однако, поскольку губы у нее сами были холодные, плюс остатки достаточно прохладного, очень похожего на этот тон старого перманента, я решила, что этот пигмент нужно немножечко смягчить, чуть-чуть разбавить, сделать его более пудровым, чуть-чуть более светлым, а главное немножечко его затеплить. И я сказала, что самый частый, вот последнее время прямо самый частый встречающийся микс – это 6+9. Вот, малина и soft beige. Но я не хотела брать именно 9, потому что она в сравнении с персиком более прохладная. Безумно красивый цвет, безумно. И очень часто используется в чистом виде, в отличие от персика. Персик в чистом виде светловат. Мало на каких губах он смотрится прямо вот в одиночку очень красиво. Но как добавка к какому-то более яркому, он мой любимый. Итак, я вам хочу показать растирки, как выглядит на бумаге растирка чистой шестерки, растирка чистой трешки и что стало, когда я их смешала. Сюда мы накапаем чистого персика, трешечку. А сюда мы накапаем их смесь, шестерку плюс трешку. Плюс трешку. Сюда мы нальем чистую 9, покажем, как она выглядит отдельно.
А потом я туда в нее уже сделаю микс, шестерку добавлю. Итак, мы сейчас вам покажем, как выглядит шестерочка на бумаге. Видите, какой красивый цвет? Теперь мы покажем вам трешечку. Понимаете, да? Светлый и очень тепленький. Поэтому вот тут оно у меня уже намешано. Сейчас я еще помешаю, чтобы равномерно было. Когда я смешала одно с другим, то у нас получилось вот хорошо, очень хорошо заметный промежуточный тон. То есть он утратил свою холодность, но не приобрел вот эту вот. Но я бы не назвала ее рыжиной. Оно на губах рыжим никогда не смотрится. Но это тепло сюда перешло. Сейчас я вот рядом здесь затру девятку, чтобы вы посмотрели, как она отличается от трешки. И вы поймете, что если бы я смешивала с девяткой, на бумаге это не очень сильно заметно, а на губах разница была бы видна. Вот девяточку здесь. Еще водички. Чуть-чуть насыщеннее, капельку темнее. И немножко более прохладный. Он не холодный ни в коем случае, но чуть прохладнее, конечно же, чем трешка. Поэтому в миксе он получится другим. Ну, я вам привела маленький пример, говорящий о том, что работа с пигментами для губ – это прекрасное, замечательное, интереснейшее, захватывающее творчество. В отличие от пигментов для бровей, где все очень засунуто в жесткие рамки. Мы очень мало можем варьировать, мы должны следовать определенным правилам. С губами все проще и легче. Поэтому у нас 10 оттенков, все они прекрасны. И когда спрашивают, а посоветуйте самый лучший, а посоветуйте самый ходовой, ну так нету таких. Ходовые меняются в зависимости от моды и региона, предпочтения мастера и клиента. Вы можете выбирать то, что вам нравится, нравится вашим клиентам. Ну, конечно же, если губы очень холодные, сосудистые, темные, очевидно, что не стоит брать холодные оттенки. Их у нас не так много в палитре, но прохладные оттенки есть. Вот я сегодня вам их показала, например, вот шестерка. Соответственно, если девушка очень бледненькая и хочет малозаметные губы, то наверняка не стоит ей брать радикально яркие ягодные цвета. Но все равно вы вправе варьировать, вы вправе советоваться с клиентом, вы вправе просить его показывать любимую помаду или блеск и, отталкиваясь от этого, уже действовать. Получайте удовольствие от работы со всеми нашими пигментами. А соотношение в миксе этих цветов я могу варьировать во время процедуры, в зависимости от того, что я буду видеть на губах, как будет ложиться пигмент. И тут, конечно, там капля в одну или в другую сторону большой роли, честно, играть не будет, поэтому сильно не заморачивайтесь на эту тему. Итак, я готова начать процедуру. Снимаем аккуратно пленочку и аккуратно промакиваем анестезию. Искусство промакивания анестезии – одно из самых важных в искусстве перманентного макияжа. Сверху вниз, аккуратными движениями, ничего не возим, не смазываем эскиз. Ватным диском это делать неудобно. Ватный диск маленький, во-первых, а во-вторых, он оставляет эти волосинки. Вот, эскиз весь на месте, все на месте. Очень короткими стежками, которые находят один на другой, почти, я сказала 78, а то иногда и на 90-100%. Вперед-назад, вперед-назад. 2 шага вперед, 1,5 назад. Отрисовка эскиза в виде границы, в виде состыковки.
губ и не губ, это, конечно, намного более правильно, чем просто какая-то линия контура. Даже если она сделана ручкой. Ну что, верхняя губа, конечно, менее удобно рисуется. Здесь не так удобно сделать первичную, более-менее какую-то натяжку. Ну, потихонечку. Начнем с галочки. Не торопитесь. Не машите руками. Здесь так важен каждый маленький штришок. И поймите, что сколько людей, столько и манер работы. Технически-то, может быть, оно и примерно одинаково все, но манера работы, манера держания руки, манера ведения машинки, штриха, она может, конечно же, отличаться. Техника мастера, его почерк, складывается из его опыта и наблюдения за другими мастерами. И он может нахвататься от разных мастеров разнообразных лайфхаков и каких-то фишечек. Ну, наверное, про то, что мы не соединяем линию верхней и нижней губы, говорить не стоит. Это знают все. Здесь зона смыкания губ, зона складки, складочек постоянных. Если мы там соединим, там будет как болячка. Будет выглядеть со стороны как заеды такие в углах губ. Как бы я наметала, но я не знаю, что я увижу. Возможно, в некоторых местах почти ничего. Я очень аккуратничаю в работе, совершенно никуда не тороплюсь, поэтому сейчас будем проверять. Стерли, посмотрели. Ну, как бы не ярко, но мне все видно. Я, конечно же, здесь повторю. Когда я стерла, если я вижу, что пигмента мало, я не продолжаю стирать остальные места, я прям здесь добавляю. Вижу, надо, все равно добавлять буду. Вот добавлю, пока не стерла остальное, чтобы соединить эту линию. Хотя, конечно, в общем и целом мне достаточно, ну чуть-чуть. Если я вижу, что мои обычные движения привели к тому, что пигмента в коже мало, ну, я имею в виду сейчас, вот именно во время закрепления контура, то я замедляю, ну, всегда, особенно на контуре, я замедляю свой штрих. Рука работает медленнее. Медленнее ведется вот этот вот стежок. Вторичную анестезию я использовала Ханафи. Ну, собственно, у нее это аналог сустаина, абсолютно тот же состав. Легкий гель, который содержит эпинефрин, поэтому в некоторой степени выбеливает кожу, но не очень сильно, нету такой яркой, очень-очень серьезной белой полосы. Но она тоже бывает разной в зависимости от кожи. Бывает побольше, бывает поменьше. Но здесь не очень мощный такой выбеливающий эффект средней степени. Сейчас я продолжаю тем же картриджем, единичкой прокрашивать все губы. По поводу штриха. А вы работаете на себя, а вы работаете маятником. Ну, на губах ни то, ни другое. Это штрихи параллельной кожи. То есть я как бы глажу иглой кожу равномерно. То есть у меня нету точки входа в кожу, как при маятнике, и точки выхода. У меня нету вот таких вот хлестких движений на себя. На бровях мы так, ну, бывает, что часто работаем. Здесь нет. Здесь идет вот такое вот равномерное, мягкое, поверхностное поглаживание кожи. Значит, мы теперь сотрем нашу нижнюю губу. Очень тщательно мы везде-везде прошли. И, конечно же, мы видим, насколько она... Ну, честно будем, честно друг с другом. Сейчас она и была немножечко поярче верхней, но все равно, конечно, видно, что цвет лег. Цвет совпадает с тем, что было. Он хорошо гармонирует. Ну, мы здесь сделаем, безусловно, еще проход. У контура подъярчим, почетче сделаем эту линию. Сейчас перейдем к верхней губе.
Она наверняка сейчас будет более чувствительно болезненной. Мы ее сейчас пройдем также тщательно и потом положим вторичку прям под пленочку на 5 минут. К зоне смыкания в глубину губ я позволяю себе делать более широкие, более длинные стежки. Когда мы приближаемся к зоне, где у нас линия контура, то я укорачиваю штришочки и кладу их поплотнее друг к другу. Приближаюсь к той самой нашей очень неяркой линии закрепленного контура и по ней, конечно же, еще раз прохожусь туда-сюда штришочками. То есть в итоге для того, чтобы у нас у контура было все прокрашено все-таки чуть поплотнее и поравномернее, и чтобы это лучше держало форму. Потому что основная проблема на коррекции, не проблема, а запрос, да, на коррекцию, когда человек приходит, это мне бы контур почетче. Понятно, потому что это сложная зона, линии вообще сложно сохранять в коже, сложнее, чем растушевку. И плюс еще это зона примыкания к уже, как я уже говорила, к коже, которая имеет поры, совершенно другая по свойствам. Поэтому, безусловно, к контуру больше у нас внимания, и работы с ним возни тоже бывает побольше. Вот про что я говорила. Вот идет покраснение за контуром губ. Вот. Его не было, пока мы не начали работать. Без анестезии, без травматизации. Вот этих вот всех красненьких вещей в зоне валика, их не было. Это травматическая реакция. Она очень приятного розового цвета и очень похожа на наш пигмент. И она очень мешает работе, если мастер, ну, скажем так, не слишком опытен. То есть меня уже ничего не может напугать. Но это правда сбивает с толку. Поэтому в таких случаях, если вы не уверены в своем контуре, присаживайте клиента. У нас сейчас заканчивается уже время вторичной анестезии. Будем снимать пленочку. А пока я быстренько поменяю картридж, потому что, как я и говорила, и обещала, я собираюсь поработать немножечко трешкой. Потом я к единице обратно вернусь, потому что мне нужно будет дошлифовать всякие моментики у контура, там где-то что-то. Это удобнее делать единичкой, более точечной. А сейчас я общее полотно губ, второй проход, быстренько буду проходить трешкой. Ну, значит так, сразу говорю для всех. Работа пучком не может быть ни под каким углом, кроме как 90 градусов. Потому что как только мы пучок опускаем на какой-то угол, то у нас задействована, оказывается, только одна или максимум две иглы из пучка. Для того, чтобы они все вместе одинаково входили в кожу, они должны стоять абсолютно перпендикулярно коже. Здесь движения могут быть разнообразные. Можно такими же штрихами туда-сюда гладить. Можно двигаться барашками. Вот так вот накручивать кренделей. Можно менять то так, то сяк. Это не принципиально. Главное делать немножечко больший нажим рукой, чем с единичкой. Тоже не торопиться. Не лезть этой толстенькой иглой в какие-то очень уголочки, там около контура какие-то мелочи не прокрашенные. Лучше оставить это для последнего прохода единичкой. Пусть она это все доделает. А наша задача просто равномерно положить еще побольше пигмента во все губы. Вот сейчас вот я, скажем так, не вижу разницы между барашками или просто штрихами. Мне сейчас просто так хочется. Натяжка здесь вот как бы побольше требуется. Я себе говорила, что губу только фиксировать, чтоб ровненько. И не более того. Для пучка все-таки чуть побольше, чуть повнимательнее нужно следить за этой фиксацией-натяжкой. Вот эти вот места, я сказала, вот я подхожу к контуру, но не больше, чтобы не вылезти за границу. Я потом, как я уже сказала, там
аккуратненько все единичкой отшлифую. Заберусь во все уголочечки и там все прокрашу. Все, наша работа подходит к концу. Я навожу марафет. Тут такое дело с губами. Сколько работаю, столько вот и бью себя по рукам. В какой-то момент нужно... Вообще в нашей работе самое главное вовремя остановиться. Но когда ты сидишь в этих дурацких очках, тебе всякое видится, хочется еще лучше, лучше, поярче, почетче. Ну вот чуть-чуть нужно. Капелюшечку в некоторых местах подвыровнять. Даже стою под конец процедуры, когда уже глаз сбоку совсем устал, стою, немножко спину разогнуть и под другим углом глянуть. Ну что ж, мы закончили работу. Никакого у нас отека нету, между прочим. Ну, как бы губы, конечно, как обычно, немножечко распрямились, там складочки, но в принципе никаких вывороченностей у нас нет. А цвет получился насыщенный, красивый. И я сейчас чуть-чуть вазелинчиком, просто для приятного блеска. Намажу. Вазелин нужно... Вообще лучше, конечно, не вазелином, а трифоланом, если честно, мазать губы после процедуры для блеска. А вот если все-таки вазелин, как у меня сейчас, то очень мало, чтобы он ни в коем случае не лежал на губах вот такими вот шматками. Потому что на фотографиях он очень сильно виден, он сумасшедшие блики дает и некрасиво выделяется. Иногда глазом не видно, а потом фотку сделаешь, думаешь, фу, да что ж я не досмотрела. Некрасиво. Все, мы закончили процедуру. Спасибо всем за внимание. Спасибо моей замечательной модели. Она устала, но все у нас прошло хорошо и успешно. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, для того, чтобы вы увидели как можно больше других людей, заинтересованных в этом контенте. Пока!